Сегодня поговорим про очень важную тему. Это веб-сокеты. Я о них уже достаточно говорил в предыдущих роликах, говорил, что это очень важная тема и что она частично может нас спасти от многих ошибок при запросах. Сейчас разберем, что такое вообще веб-сокет, и потом посмотрим некоторые примеры, как его можем использовать и где. Также мы будем напрягаться на документацию Bybit. Смотрим на, вкладки. Здесь WebSocket Stream, потоки WebSocket и первая вкладка Connect. Здесь будут инструкции, URL, к которым мы должны будем подключаться. Но для начала разберем, что такое WebSocket. Помните, я приводил аналогию с запросами? Это когда мы задаем какой-то вопрос бирже, и она просто высылает нам ответ. И на этом все заканчивается. Здесь же мы подключаемся к бирже и не отключаемся до определенного момента, пока мы не отключимся. То есть мы ведем постоянный диалог. Нам биржа отсылает данные, мы отсылаем ей какие-то данные. Этот разговор не заканчивается. То есть мы устанавливаем прямое соединение и в режиме реального времени улавливаем ту информацию, на которую мы подписались. В принципе, вот так и работает. То есть мы это используем не для единовременной информации, а для постоянной какой-то. Сейчас разберем примеры, думаю, станет понятнее. Здесь у нас URL, просто к которым мы будем подключаться. Для каждого вида рынков у нас будет разный URL. Для тестнета, для реальной сети разные URL. Возьмем для фьючерсов наш вот этот тестовый URL. Тут также дальше идут настройки. Напомню, что у нас есть публичные стримы, есть приватные стримы. Публичные — это общедоступные данные по рынку, приватные — это конкретно связанные с нашим аккаунтом, где нам нужно указывать ключи. Сегодня рассмотрим только публичные. В публичные стримы у нас здесь входят стаканы по монетам, трейды, изменения по какому-либо инструменту, свечи, ликвидации на рынке и другие какие-то стримы, их я не использовал ни разу. В общем, вот эти основные, которые нам понадобятся. Давайте разберем на примере трейдов. И давайте перейдем к коду. Во-первых, чтобы установить веб-сокеты, просто пропишем вот эти команды: pip install WebSocket, WebSocket клиент и WebSocket здесь должно быть, так как у нас есть синхронные веб-сокеты и асинхронные веб-сокеты. Посмотрим, например, синхронными. Подключили нашу библиотеку, JSON формат. И здесь мы уже... здесь мы включаем трассировка, это у нас будет видеться все изменения, ошибки, то есть мы будем видеть все данные, любые ошибки, всю дату и так далее, какие-то важные события. Это мы можем, если что, отключить. Обычно я это не включаю и обрабатываю ошибки по-другому. Здесь мы создадим список стримов, на которые мы хотим подписаться. Давайте посмотрим в документации. Здесь у нас указан, топик, public trade, точка и символ. Фигурные скобки нам указываются, если помните, сейчас покажу. Пусть будет символ BTC USDT. И здесь мы, например, укажем символ. И сейчас оно никак не взаимодействует, то есть наш биткоин не виден. Здесь укажем F, помните, я показывал, и укажем здесь фигурные скобки. Теперь у нас это воспринимается как наш символ BTC USDT. То есть мы можем так указать любой символ и, например, заполнить этот список, пройдясь по списку всех пар на рынке. Например, так, то есть получаем список всех пар с рынка, и потом по этому списку мы заполняем наш список потоков, чтобы потом подписаться на все пары рынка и видеть трейды по всем парам. Итак, заполнили наши стримы, здесь указываем URL наш, к которому мы подписываемся, и указываем функции, к которым будет WebSocket обращаться, соответственно, то есть при открытии, при получении сообщения по WebSocket, при какой-либо ошибке и при закрытии веб-сокета. И здесь запускаем просто его, vs run forever. Можем посмотреть, какие в веб-сокете можем вызвать какие-то параметры, функции. Тут закрытие, отправ каких-то сообщений можно высылать. vs run forever просто запускает его. Также обратите внимание, что здесь мы указываем и параметры не заполняем никакие, просто указываем название функции. Грубо говоря, даем ссылку на эту функцию. А в самих функциях параметры мы уже заполняем. То есть наш vs это как раз-таки наш веб-сокет, который мы объявляли. И, соответственно, здесь ошибки, статусы кодов. То есть это все мы можем увидеть. Мы можем зажать Ctrl и нажать левой кнопкой мыши по определенному параметру. И здесь мы видим, наш класс веб-сокета, видим все какие-то данные его. И, например, введем в поиске Ctrl-F,
onMessage. Нажмем «Перейти». И здесь у нас написано onMessage функция принимает два аргумента. Первый аргумент — это объект класса, конкретно WebSocket, и второй аргумент — это у нас переменная, в которой мы будем получать дату, полученную по WebSocket. Да, то есть, например, наш message. Мы будем загружать ее в JSON и выводить, что мы получили какую-то дату. Так мы можем посмотреть по каждой функции. Например, вот onClose. Принимает три параметра, три аргумента. Объект класса, close status код ошибки, код закрытия точнее, и close message, сообщение о закрытии. И так можем посмотреть по любой функции. Давайте попробуем тут также вывести, посмотрим, что она выведет. Так, VS можно не выводить. Message и код. И в принципе все, можно запускать данный WebSocket синхронный. Это у нас включается трассировка, здесь пишет все изменения какие-то. Здесь у нас видим, значит, success true, то есть подключение удалось. И дальше идет вот topic public BTC USDT. То есть получаем уже наши трейды. Здесь мы видим все параметры, можем их обрабатывать. То есть у нас здесь по параметрам видны только вот буквы какие-то, да. То есть S символ, тут время. И это все мы, естественно, можем посмотреть в документации, да, что каждая буква значит. Вот, response parameters, то, что мы получаем. ID, topic, тип, что мы получаем. Data type snapshot, как мы и видели здесь. Нам это особо ни о чем не говорит, но вот просто можем свериться. Далее наша дата. T это у нас время в миллисекундах. S это symbol name, наша торговая пара. Site of taker, buy или sell. Trade size, сумма сделки нашей, которую мы получили, по какой цене она была, и другие остальные какие-то параметры, которые нам могут понадобиться, могут не понадобиться. То есть это все получаем мы из документации. Теперь давайте попробуем закрыть. И в принципе вот что мы увидели, да, то есть ошибки у нас никакой нету, мы закрыли руками, и здесь какая-то информация была отправлена. Это я не могу сказать, что это. И давайте перейдем к асинхронному веб-сокету. Здесь точно так же у нас указываем URL, указана уже асинхронную библиотеку WebSockets, asyncio для работы с асинхронностью. И асинхронную функцию будем запускать как обычно, asyncio, run и функция наша. Просто будем вызывать уже асинхронный await connect. Здесь вот таким видом подключаем, значит, асинхронно с помощью WebSockets, вызываем параметр connect и указываем URL наш. Здесь также есть другие какие-то параметры, можем посмотреть. То есть вот инициализация. Здесь нам главное вот указать URL, у нас тип string увидим. И здесь с помощью вот такого способа, значит, асинхронно, с помощью WebSockets, вызываем параметр connect и указываем URL, к которому подключаемся. То есть вызываем класс WebSockets, и нам при инициализации нужно указать ссылку, то есть URL, к которому мы подписываемся. И указываем, как будет эта переменная у нас локально называться, к которому будем обращаться. Конкретно WebSocket. Тут просто выводим, что у нас открывается соединение, и указываем параметры, на которые мы подписываемся. Тут у нас будет аналогично все, да, то есть OP subscribe. И здесь аргументы мы указываем поток трейдов и указываем пару, которая нам нужна. То есть мы также можем указать несколько пар, как я говорил, и будем получать уже по двум парам. Нужно будет сортировать по каждому символу отдельно, да, то есть у нас есть один символ торговый, по нему одни трейды, по-другому другие. Здесь отправляем информацию в WebSocket Send, на что мы подписываемся. И здесь уже перебираем, грубо говоря, все сообщения от WebSocket. Это будет, грубо говоря, бесконечный асинхронный цикл. Давайте попробуем. Вот мы получаем, значит, сообщения от ETH по эфиру и по биткоину. Также у них разная информация. Видим, значит, если не ошибаюсь, в это у нас сумма трейда. Здесь у нас указывается все в монетах. Давайте проверим это. В это trade size, да. Я бы посоветовал всегда использовать асинхронный WebSocket, потому что почти всегда асинхронно будет гораздо лучше, чем синхронно, и асинхронность работает быстрее. Ну и в больших проектах, естественно, асинхронность будет лучше выглядеть, нежели синхронность. Домашним заданием будет подключиться на любой другой поток по WebSocket, используя асинхронный WebSocket, например, к потоку стаканов. И вам нужно будет получать эти параметры и распределить их.
То есть вам нужно будет отдельно выводить символ, по которому пришло сообщение. ASCII, биты нужно будет разделить и отдельно их выводить. То есть, чтобы у вас приходило не цельно вот такое сообщение, а приходило, то есть, сначала символ, потом ASCII и биты. То есть, вам нужно будет просто по ключам вывести информацию.